Приветствую всех на канале, я Наталья, и сегодня у меня снова урок по работе с жидким пластиком. Я вот специально все разложила, чтобы показать вам, как красиво получается. И вот этот молд я специально, вот он такой достаточно большой, отметка получается 15 сантиметров. Я сегодня специально сделала, чтобы украсить маску. Наверное, вы видели, многие мастера делают, украшают маску. Если урок нужен, пишите, я обязательно с вами поделюсь. И, конечно, новые завитушки. Посмотрите, какая красота. Я в полном восторге. И уже знакомый молд в этом размере. Вот это такой же, только побольше. Ну и, конечно, лошадки. Ну а сейчас приступим. И сегодня очередной урок работы с жидким пластиком. Часто задают вопрос, какой пластик я использую. Вот именно вот этот пластик. Покупаю я его в Америке на Amazon, но в Европе тоже его можно купить. Здесь два компонента. Это компонент А и компонент Б. И для работы мне понадобятся стаканчики. Это у меня одноразовые. Конечно же, что-то, чем закрыть стол. Это у меня клеенка строительная. Перчатки, какая-нибудь палочка, чтобы все это замешать, и, конечно, молды. А сейчас приступим. Время жизни пластика у меня 3 минуты. Что это означает? Это означает, что мне надо успеть смешать компонент А и компонент Б. Вот он. Хорошо смешать и успеть разлить по формам. Поэтому я рекомендую, если вы делаете это в первый раз, не заливать полные стаканчики, так скажем, а взять, например, вот так 1/4 часть одного компонента и 1/4 другого компонента. Все это успеть смешать в одном стаканчике и разлить. Потому что если вы не успеете, то пластик начнет густеть, и уже вы его не сможете разлить по формам. Пропорции смешивания компонента А и компонента Б у меня 1 к 1. Что это означает? Это означает, что сколько компонента А я в стаканчик налью, например, вот столько. Столько же компонента Б я налью и в другой стаканчик. И я беру компонент А, я наливаю на глаз, но как бы можно применить и весы. У меня здесь как бы одинаковое количество, поэтому мне много не надо. Так, компонент А вот откладываю. И столько же, вот я положу рядом стаканчики, столько же компонента Б. Когда стаканчики лежат рядом, очень легко это дело определить. Вот. И пока компоненты мы не смешали, они как бы не работают. И теперь я беру компоненты и смешиваю. Я смешиваю и сразу вот так беру палочкой и замешиваю все это дело. Примерно 30 секунд времени у меня есть все замешать. Надо смешать все очень-очень хорошо. Вот я прямо в одну сторону, в другую. И с этого времени, как мы все смешали, компонент начинает работать. Поэтому мы заранее подготавливаем молды и начинаем заливать. Вот я тут даже не дышу, очень аккуратно заливаю. Следим за тем, чтобы у нас все было залито. Так, вот тут у меня новый молд, хочу попробовать.
Вот если вдруг чуть-чуть не хватает, ничего страшного, я потом долью. Вот я сейчас долью вот этот кусочек. Я уже чувствую, у меня тут все уже застывает. Вот, не хватило, и сейчас я смешаю еще немного. Ну вот, я смешала еще немного, и теперь доливаю. Если вдруг вам не хватило, как бы сначала не надо пугаться. Так, и вот залью еще вот тут. Я как бы заливаю, пластик вот так расплывается, и потом смотрю, если мне что-то где-то не хватает, я доливаю. Вот здесь чуть-чуть. Так, и попробую вот этот хочу. Так, вам, наверное, не видно. Ну, двигать ничего не могу. И заливаю полностью. Так, вроде бы мне все хватило. Чуть-чуть осталось, но мне уже некуда. И оставляю полностью засыхать. Ну вот, у меня тут уже пластик начинает застывать. И я беру спирт, ватный вот этот диск. И начинаю протирать. Вот видите, у меня где-то вот такие маленькие, немножко я перелила. И вот я начинаю его чистить. И все вот это вот уходит. И у нас останется чистый, красивый рисунок. Вот видите, все убираю. Немножко вот так придавливаю, и все убирается. Можно немножко, если перелили слишком много, наждачкой. Ну, я не имею в виду, что прямо тут очень много. В этом случае ничего не поможет. Поэтому, когда заливаете, наливайте чуть-чуть. Все это начинает растекаться. И потом уже смотрим, где нам надо добавить. И вот у меня получается чистенький такой, вот, чистая отливка. Вот прямо вот так нажимаю, ничего не случится. Вот, все зачищаю. Так, вот тут у меня тоже уже все застыло. Но здесь вообще идеально все получилось. Вот. Вот это все можно убрать, самое большое. И полностью зачищаю. Так, смотрю, что у меня еще застыло. Вот тут. И все. И продолжаю работу. Ну вот я зачистила все, и теперь мне надо все вытащить. И пока у меня лепнина, вот это она еще такая довольно мягкая, сначала я вот так прохожусь по краям и вытаскиваю. Ну, как бы даю, освобождаю от молда. Вот, и она уже постепенно начинает. Если вы сразу, у вас подготовлены игрушки, то сразу можно придать форму. Вот она еще гнется. Как бы сразу придаем форму и укладываем на шар, и она застынет. Если нет, то можно делать так, как я вот помещала в чайник. И начинает это все в горячую воду. И все у нас становится мягким, и можно придать форму. Вот лошадку тоже вот так аккуратненько сначала отделяю. Не выламываем, не рвем все сразу, потому что здесь еще все, вот видите, мягко. Надо очень-очень аккуратненько. Никуда не спешим. И вот так вот все выправляем. И даем застыть. Так, вот это меня очень интересует. Тоже вот так все аккуратненько вытаскиваю. Если где-то что-то осталось, потом все это мы можем убрать. Можно также почистить наждачной бумажкой.
Извиняюсь еще раз за шум, но когда работаешь с жидким пластиком, надо, чтобы все окна были открыты. И вот так аккуратненько я все вытаскиваю. Очень красивая заливка. Вот здесь у меня что-то мешает, но я потом все это уберу. Ну, красота, посмотрите. Так, и вот это меня тоже интересует. Так, тут лишнее. Вот, прямо вот так вот. Так, у соседей снова что-то наверху по полу катается. Вот, вау, очень красиво. Ну, шикарные получились отливки. У меня тут осталось немножко в баночках. Хочу закончить перед отъездом, как бы все буду заливать. Ну, очень красиво все получается. Посмотрите, какая красивая вообще. Так, и еще одну лошадку. Лошадки у меня в разные стороны. Я специально брала молд, чтобы он был в разные стороны. Так. Вот тут уже все отделяется. Посмотрите, как все красиво. Ну, идеально. И вот это все можно склеить вместе. Так, еще один у меня тут молд. Очень красивый. Я уже делала игрушки вот с этой отливкой. И многие уже, смотрю, тоже делают. Вот, посмотрите, какая красивая. Так, немножко мне тут надо будет убрать, но получается очень. Так, ну и теперь вот этот молд большой. Тоже все отделяем. Так, здесь можно было бы еще залить, но уже не увидела. Вот там у меня оставалось. Вот увидите, когда уже все застывает в стакане, все, тут уже не налить. Ну, в любом случае, как бы отливка получилась очень красивая. Вау, вот, это у меня побольше размер. И еще у меня один такой размер есть, эта форма. Ну, просто красота. И вот что у меня получилось. Я специально разложила все по молдам, вот и сами отливки. Посмотрите, как все смотрится. Ну, шикарно. И я в таком восторге. Вот, и, конечно, вот мой любимый молд мы с вами делали. Вот, вы видели, вот в таком исполнении. И вот в таком исполнении. И, конечно, на днях продолжим декор вот этой заготовки. Все вам покажу, как закрепить. И новые вот такие завитушки. Очень мне вообще понравились. Конечно же, я уже придумала, что с ними буду делать. И вот этот большой молд я буду использовать для декора маски. Наверное, многие видели, как декорируют маску. И вот я случайно сегодня на днях зашла в магазин, нашла вот такие маски. И, конечно же, буду делать. Если нужен урок, пишите. Обязательно поделюсь своими идеями. А на сегодня все. Надеюсь, урок был полезен и вы узнали что-то новое. Если есть вопросы, всегда пишите в комментариях. Я всегда рада ответить, поделиться и как-то разъяснить ситуацию. Сейчас я работаю, можно сказать, не в полную силу. Как прилечу домой, начну работать и просто буду снимать все этапы работы, так как возникает много вопросов и хочется, чтобы их не было. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.